Добрый день, дорогие друзья! Я рад снова вас приветствовать на моем канале, где мы говорим о восточной кухне и готовим восточные блюда. Сегодня я сделал небольшое исключение, решил приготовить вместе с вами кавказское блюдо под названием хинкали. Я и моя семья, мы очень любим хинкали, они очень сочные и безумно вкусные. Сегодня к нам приедут наши друзья, они тоже обожают хинкали, и мы решили сделать им сюрприз. Сегодняшний ролик, я думаю, будет полезен тем, кто уже пробовал готовить хинкали, у них что-то не пошло не так, либо для тех, кто только готовится и собирает материал в интернете. Итак, поехали. Для приготовления хинкали на самом деле нам много продуктов не понадобится. Все гениально на самом деле просто. И весь процесс условно разделен на 4. Это приготовление теста, приготовление начинки, процесс лепки хинкали и процесс его приготовления. Итак, начнем. Начинаем мы с теста. Почему с теста? Потому что тесту после его замешивания необходимо немножко отдохнуть. И пока тесто будет отдыхать у нас в холодильнике, мы можем заняться приготовлением начинки. Для приготовления теста нам понадобится мука, обязательно высшего сорта. Дальше, значит, нам нужна вода, ледяная обязательно. На килограмм муки я беру 500 мл воды. Я специально добавил льда сюда, чтобы она очень быстро охладилась. Ледяная вода придаст тесту эластичности и упругости. Дальше я добавляю уксус винный, но так как я говорил, что у нас в Лас-Вегасе тут с этим проблемой, мне придется добавлять обычный уксус. И соль. В одной из этих фигурок у меня соль и перец. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы не переборщили с солью, потому что вода, в которой будет вариться хинкали, она тоже будет подсаливаться. Обязательно обращайте на это внимание. На 1 килограмм муки я растворяю в 500 мл холодной воды 10 грамм соли. Давайте сделаем 750. Дальше, как я говорил, добавляем секретный ингредиент. Это уксус. 2 ложечки. Раз, два. Не все об этом говорят, но уксус реально придает нашему тесту эластичность и упругость, которая нам нужна. И наши хинкали будут меньше рваться во время лепки. Все это перемешаем. Конечно же, можно добавлять это непосредственно в тесто, но мне больше нравится растворять все это дело в воде. Замешивать тесто мне сегодня поможет мой помощник. Ставим на наши весы и отмеряем ровно килограмм. И начинаем замешивать. Еще один момент. Всю воду сразу не добавляем. Возможно, она нам вся не понадобится. Пока у нас замешивается тесто, у того, у кого нет такого миксера, может использовать обычную емкость вот такого типа, побольше, и руками замешивать. Кстати, руками я обязательно буду замешивать его еще минут 10-15 после того, как он у нас дойдет. Посмотрите, дорогие друзья, как этот процесс происходит у меня в моем миксере. Потихоньку, полегоньку замешиваем его. Тесто должно получиться тугим, что является показателем того, что оно у нас правильное. Это очень трудоемкий процесс, и в основном на Кавказе этим делом занимаются мужчины. Женщины, конечно, тоже помогают начинкой и лепкой. Посмотрите, друзья, какое получилось у нас тесто. Оно очень упругое. Прошло где-то минут 15. Теперь его отправляем в холодильник отдохнуть. Так, приступаем к нашей начинке. Для начинки нам необходимо, конечно же, мясо. Чем жирнее, тем лучше. Сами грузины, они миксуют мясо со свининой, но так как мы не едим свинину, мне пришлось добавить сюда немножко курдючного жира. Паприка, тмин, 1 чайная ложка, паприка 1 чайная ложка. Значит, зубчиков 5 чесночка, зеленюшка и 3 лука на килограмм мяса. Начнем с нашего лука. Так, достал я свой блендер, отключаем его. Рабочее место необходимо держать в
порядке. Особо сильно нарезать лук не стоит, так как блендер сделает все это дело за нас. Дальше у нас идет наш чеснок. Думаю, достаточно. Дальше добавляем чеснок. Я думаю, масса очень даже однородная и к нам подойдет. Берем нашу зелень и нарезаем ее мелко на доске. Перемешивать ее с нашим пюре в блендере не стоит, так как цвет начинки поменяется на ярко-зеленый. Я думаю, достаточно зеленью. В моем случае это кинза. Один пучок. Подмешиваем ее к нашему мясу. Туда же идет наш лук. И я уже чувствую, какая будет наша начинка. Все это дело необходимо перемешать. Подмешали чуть-чуть. Добавляем 1,5 столовые ложки тмина и паприки. Снова мешаем. Начинка у нас уже сочная, и это мы еще не добавили воды. Да, дорогие друзья, в эту начинку необходимо добавить воды. У меня аж идут слезы от нашего лука. Все это дело надо тщательно перемешать. Я думаю, достаточно. Но воды сюда необходимо добавить. Так, дорогие друзья, я забыл добавить соли, но ничего страшного. Главное, что я вспомнил в процессе приготовления. Добавим ложку соли. И перемешаем по-быстрому это дело. Теперь добавляем воды. Обязательно ледяной. Начинка должна получиться у нас очень мягкой. Посмотрите, дорогие друзья, она довольно-таки холодная, потому что вода у нас ледяная. И я думаю, добавим еще. Наверное, уже можно мешать столовыми приборами. Я продолжу это делать руками. Убираем нашу начинку в холодильник. Пришло время нашего теста. Идем достаем его из нашего холодильника. Тесто получилось, на мой взгляд, идеальным. Скатаем наше тесто вот в такие вот колбаски. Затем нарежем его грамм по 50-60. Тесто очень упругое и сжимается обратно, что говорит о том, что наше тесто правильное. Насколько мы могли его сделать в домашних условиях. Нарезаем второй. Я сегодня буду формировать хинкали с помощью вот этой вот машины. Это никакая не реклама, я недавно сам приобрел ее и хочу попробовать. Вот так вот она выглядит. Вот. Все должно быть очень просто. Ну, посмотрим. У меня есть такое вот мерное блюдечко. Если идеальное тесто не получилось, идеально круглое, ничего страшного, можно использовать вот такой вот лайфхак. Назовем его так. Примерим. Думаю, достаточно. Накатаем еще. Так, вот я раскатал несколько штук. Почему несколько штук, почему не все? Потому что нам необходимо их отварить и попробовать на соль, перец и другие ингредиенты, которые мы добавили в начинку, чтобы быстренько это исправить. Приступаем к нашему мясу. Пока у меня варится вода, мы будем формировать наши хинкальки. Кстати, если тесто на хинкали, наши заготовочки не идеально круглые, ничего в этом страшного нет. Мы их в любом случае будем обрезать. Хвостики. Помешаем. И вот таким вот образом
У нас должно получиться идеальный хинкалик. Приступаем к следующему. Ну что сказать, дорогие друзья, я думаю, время на лепку наших хинкали значительно сокращается с данным аппаратом. Трамбуем наш хвостик, чтобы он у нас не открылся во время готовки. Отрезаем лишнее. Открываем. Вот такой хинкалик у нас получается. Третий. Мешаем начинку каждый раз. Я думаю, неплохо. То есть все излишки и неровности, пожалуйста, мы их все срезали. Вот такой вот хинкалик у нас получился. Так, наша вода закипела, я ее предварительно посолил и поперчил. Это видно по цвету воды. Делаем вороночку. И закидываем наш хинкали по одному хвостиком вниз. Закручиваем их также. Это наш тестовый заход, чтобы посмотреть, как получилось, как я говорил, на соль, на перец и так далее. Так, делаем вороночку. И еще один из секретов, который я хотел сегодня раскрыть, это то, что даже если мы варим 4 или 5 штучек, кастрюля должна быть большая, для того, чтобы хинкали реально купались. Как говорят грузины, хинкали купаются. Они должны реально купаться. Минут 7-8. Хинкали всплыли, я подождал минуты 2-3. Теперь самое приятное — доставать хинкали и пробовать их на вкус. Вот и настал этот момент, когда мы будем пробовать наши сочные хинкали. Я бы хотел отметить, что хинкали обязательно нужно кушать руками. А столовые приборы в виде ложки и вилки оставьте, пожалуйста, для какого-нибудь другого блюда. Это блюдо грех есть столовыми приборами. Очень горячие, я только что достал, но я вижу, что они очень сочные и ароматные. Если честно, я бы предпочел одеть дождевик, потому что я сейчас забрызгаю всю комнату. Хинкали необходимо кушать двумя руками. Посмотрите, друзья мои, на это тесто. Оно не рвется, оно очень эластичное. Хинкалики очень сочные, посмотрите. Это снова было, наверное, не нужно делать, и меня много кто поругает за то, что я вылил весь сок из хинкаля в тарелку, но я должен был вам это показать. Это очень вкусно и сочно. Я думаю, наши гости будут довольны. И у нас все получится сегодня. Вечер будет замечательным. А вы подписывайтесь, дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой канал. Ставьте лайки и комментируйте. Возможно, я где-то что-то упустил. Буду рад вашим комментариям. До новых встреч. И готовьте с удовольствием, конечно же.